Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем». Это канал об узорах. Узоров очень много, красивые, интересные, необычные. Есть простые, есть сложные узоры крючком. И я приветствую всех гостей, новичков на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу. Обязательно обратите внимание на плейлисты. Там собраны небольшие коллекции для вашего удобства. И я надеюсь, вам видео понравится. Вы оставите свои лайки, свои комментарии, подпишитесь, чтобы не потерять канал. И нажмете на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Своим постоянным зрителям, подписчикам огроменный привет. Спасибо вам за вашу поддержку. Несмотря на то, что лето, море, сады, огороды, вы уделяете внимание каналу, комментируете. Очень много позитивных, положительных отзывов. Вы моя большая группа поддержки. Спасибо вам большое. И я к вам сегодня с новым узорчиком. Узорчиком, опять же, крючком. Это будет узорчик у нас, так скажем, серединка на половинку, филейная сеточка с пышными столбиками. Ниточки у нас сегодня будут вот такие вот картопу. Мне очень нравятся они, потому что здесь в 100 граммах 400 метров. Это стопроцентный акрил, да, кто не знает, смотрите. И здесь нам, смотрите, рекомендует производитель крючок 2-2,5 миллиметра. Но я что там рассказывала, что я вяжу данную ниточку крючком номер 3, и мне вполне устраивает. То есть, как бы, вы можете, если хотите изделие более пышное такое, более ажурное, берете крючок потолще. Если более плотное вязание должно быть, то крючок потоньше. Угу. Ну что, приступим. Кто на моем канале знает, что я делаю небольшие образцы, буквально в районе 30 петелек. Но так как у нас ниточка, видите, тоненькая, то мы сегодня с вами сделаем набор петелек больше. Раппорт нашего узорчика 18 петелек, и мы сделаем аж 46 воздушных петелек, ну, чтобы красиво закончить. Угу. Итак, фиксируем нашу петельку. Это петелька фиксации, и при наборе она не считается. А теперь с вами набираем 46 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Вы, конечно, можете делать образцы побольше, вы можете делать поменьше, да. Но вот я решила, чтобы показать прелесть узорчика, сделать вот так вот чуть побольше. Итак, что мы делаем дальше? Мы делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Так. И дальше считаем 5-ю петельку от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. И вот в 5-ю петельку мы вводим крючок и провязываем столбик с накидом. 1, 1. Угу. Точно так же мы делаем в следующую петельку, провязываем еще один столбик с накидом. И точно так же мы провязываем еще одну петельку. У нас с вами получилось 3 столбика с накидом, да? И вот эти вот петельки подъема — это имитация столбика. То есть, грубо говоря, получилось 4 столбика. Угу. Что делаем дальше? Дальше делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Первый ряд набирается всегда немножко подольше, так что вы не переживайте, аккуратненько набирайте. Итак, в цепочке пропускаем 2 петельки. 1, 2. И в 3-ю петельку цепочки делаем накид, вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Есть. Вот получилось такое окошечко. Далее опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И в цепочке пропускаем тоже 2 петельки. 1, 2. В 3-ю петельку вводим крючок и провязываем опять столбик с накидом. Сформировали 2-е окошечко. И вот такие окошечки мы должны будем с вами сделать до конца ряда. 1, 2 пропустили. В 3-ю провязываем столбик с накидом. До конца ряда. Давайте провяжем аккуратненько, медленно, монотонно. Так, в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, девчат, смотрите, окошечки у вас получаются такие, да, окошечки, паровозики. И смотрите, заканчиваем вот точно так же, как и начинали. Здесь у нас получается, мы сделали не окошечко, а вот именно в окошечке провязали столбики, да. Итак, смотрите, то есть мы должны сделать с вами последние 4 столбика. Стеночка, окошечко, 2 столбика в центре нашего окошечка, да. Ну, в общем, получается начало 4 столбика с накидом и конец тоже 4 столбика с накидом. Это у нас такие будут стеночки наши. Угу. Для удобства. Можете делать, можете не делать.
Вот такая вот красота. Что делаем дальше? Опять делаем 3 петельки. Это у нас будет как бы имитация нашего столбика. И там, где у нас столбики 4, да, мы будем точно так же провязывать 4 столбика. Угу. Просто запомним, что в начале у нас ряда будут каждого ряда 4 столбика с накидом. И в конце каждого ряда будут 4 столбика с накидом. Что делаем дальше? Дальше мы с вами должны будем провязать точно такие же 3 окошечка. Итак, 2 воздушные петельки и столбик в столбик провязываем, формируем вот такого вот окошечка. Опять 2 воздушные петельки, в следующий столбик опять столбик с накидом. Угу. Второе окошечко. И 2 воздушные петельки, в следующий столбик опять столбик с накидом. А теперь внимательно будьте. Вот, мы сделали 3 окошечка. После 3 окошечек делаем накид и ныряем вот в это окошечко, вот в эту арочку, вот таким вот образом. Раз, потянули ниточку, не провязываем, держим все вместе. Накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4, накид сюда же 5. Я сделаю 5, вы можете сделать 6, 7, 9, в зависимости от толщины вашей ниточки, да, и какую вы хотите сделать шишечку. Это у нас будет такая вот шишечка. Раз, все вместе провязали, зафиксировали. Понятно? Не забудьте о том, что, или новички, кто еще не знает, когда вы будете делать такую красоту в виде шишечек, шишечки съедают много пряжи. А так красиво. Так, провязали, зафиксировали. Дальше следующий, видите, наш столбик. В этот столбик сделали столбик с накидом. Оп, вот такая вот красота. Что делаем дальше? Дальше мы сделаем вот таких же окошечек 5 штук. Итак, раз, два, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, 2 воздушные петельки. Это уже у нас раз, два, будет третье окошечко. Так, раз, два, это будет у нас четвертое окошечко. И сделали опять 2 воздушные петельки. Это у нас будет последнее, 5-е окошечко. Угу. Как только сделали 5 окошечек, раз, два, три, 4, 5, в следующее окошко делаем точно такой же пышный столбик. Накид, ввели крючок, вытянули ниточку, раз, накид сюда же 2, накид сюда же 3, накид сюда же 4, накид сюда же 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Угу. И сразу же следующее окошечко. Стеночка следующего окошечка. Вот, я практически с вами довязала до конца, да. Опять 2 воздушные петельки. И провязываем до конца. Угу. Давайте. Осталось чуть-чуть. Я вас пока покину. Встречаю на следующем ряду. Так, ну что у вас получилось? Смотрите, я уже, получается, довязала вот так вот до конца, да, и начала новый ряд. Мы с вами договорились, что начинаем и заканчиваем одинаково. То есть здесь 4 столбика провязала, перевернула вязание, 4 столбика. Угу. Дальше смотрим, продолжаем наш узорчик. Опять делаем окошечки, 2 воздушные петельки и провязываем стеночку в стеночку. То есть столбик с накидом, столбик с накидом. Раз окошко. Следующее. 2 окошка. Так. В этом ряду сделали 2 окошка. И следующее окошко мы будем провязывать очередную вот эту нашу шишечку. Накид. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И сразу же закрыли окошко. Угу. Вот. Дальше опять 2 воздушные петельки и стеночка к стеночке. То есть столбик к столбику. И теперь опять провязываем через одно окошечко, да, провязываем очередную шишечку. Накид. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. Провязали, зафиксировали. Угу. И сразу же закрыли окошечко. Вот. То есть у нас с вами получается вот такая вот картина. Сейчас вы самостоятельно доходите до вот этой шишечки. Так. И получается перед шишечкой и после шишечки будете делать точно такие же 2 шишечки. Понятно? Давайте проверим сейчас, понятно или нет. Угу. Давайте самостоятельно провяжите. Перед шишечкой в этом окошке будет шишка, окошко, шишечка и до конца ряда. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрим. У вас такая же получилась красота, да?
То есть провязали, получается, после этой шишечки 3 окошечка, шишечка, окошечко, шишечка. Оставшиеся 2 окошечка и закрыли наш ряд 4 столбиками. Я уже начала следующий ряд, да? Точно так же мы начинаем 4 столбиками. Теперь смотрите. Теперь мы с вами будем провязывать одно окошечко. Итак, 2 воздушные петельки и столбик в столбик. Так. И дальше будем продолжать наши шишечки, как они шли, да? Видите? В шахматном порядке поднимаются наверх. Итак, накид. Во второе окошечко ввели крючок, протянули ниточку. 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Все вместе провязали, зафиксировали и закрыли наше окошечко столбиком с накидом. Угу. Видите? То есть как у нас расходятся в разные стороны шишечки. Дальше у нас будет 3 окошечка, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, столбик с накидом, столбик с накидом. А следующее окошечко мы с вами занимаем шишечкой. Накид, 1, накид, 2, накид, 3, накид, 4, накид, 5. Провязали, зафиксировали и закрыли наше окошко. Угу. Все. Здесь получается, сейчас сделайте одно окошечко. Давайте с вами 1, 2. Одно окошечко сделали. Все, дальше опять начинаются у нас шишечки. В точно таком же порядке, да? Шишечка, 3 окошечка и шишечка, да? То есть мы с вами повторяем правую часть узорчика. Угу. 1, 1. И давайте до конца ряда самостоятельно, потому что у вас уж точно получится. Так, девчат, надеюсь, у вас получилось, да, ничего сложного. Закончили, получается, нашу вот такую вот галочку из шишечек. Угу. И закончили ряд опять 4 столбиками с накидом. Я думаю, узорчик не сложненький, да? Итак, продолжаем дальше, чтобы закончить наши галочки. Итак, 4 столбика с накидом я сделала в начале ряда уже. Угу. И в первое, в данном случае уже в первое окошечко мы будем провязывать шишечку. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали и закрыли окошко нашим столбиком с накидом. Теперь нам надо будет с вами провязать аж 5 окошечек, чтобы мы дошли вот до этой верхушечки, да, сюда. То есть как бы по узорчику вот такая вот будет у нас верхушечка здесь. Давайте 2 воздушные петельки, столбик с накидом, столбик с накидом. 2 воздушные петельки, опять столбик с накидом, формируем окошечки. 2 воздушные петельки, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, еще столбик с накидом, это у нас уже с вами 1, 2, 3, 4. И 5 окошечко делаем вот таким вот образом. Кто-то вязал из вас филейные, да, техники, да, похоже? Похоже. Там, конечно, небольшие нюансики есть, как правильно вязать столбики, чтобы они были ровненькие, красивенькие. Но смотрите, как здорово получается. Все, дошли с вами, получается, до верхушки нашего узорчика. Здесь мы будем с вами делать вот такую вот шишечку. 1, 2, 3, 4 и 5. Все вместе провязали, зафиксировали и закрыли окошко в виде столбика с накидом. Здорово? Здорово. Понятно? Все. И дальше точно так же вы заканчиваете ряд. То есть вы провязываете полностью 5 окошечек и последнее окошечко поселяете туда наш такой вот шарик, бубочку, шишечку. Договорились? Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, у вас такая же получается красота. Смотрите, получается двусторонний. Какая сторона понравится больше, такая у вас будет лицевая, да? Все, девчата, дальше у вас будет узорчик только повторяться. То есть вы опять идете 3 окошечка, вот так вот, да, делаете. То есть узорчик у вас такими вот волнами и будет идти. Угу. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков и посмотрим, что в итоге получается. Давайте. Так, девчат, смотрите, какая получается красота. Вот я провязала несколько рядочков, да, то есть получается повторяется вот наш узорчик, да. Вот эта волна пошла. Потом опять так же она идет. Все прям точь в точь. Очень классный, очень легкий узорчик. Так я, скажем, ну, ажурность, да, присутствует. Ажурный узорчик крючком. Красивый узорчик, да, получается крючком. Класс.
В первую очередь, конечно, ассоциация сразу же с летними, так скажем, топиками и маечками, да. А потом, пока я вязала, знаете, мне какая идея пришла? Если взять, конечно, ниточки хлопочек, тоненький хлопочек, а вот именно такие маленькие, нежненькие занавесочки, да, накидушечки, занавесочки. Возможно, это как один из вариантов прямоугольной или квадратной даже салфеточки. Ну и пусть что бубочки будут, да? Ну, интересно. Вот. Классно? Классно. Итак, мы с вами набирали сколько? 46 воздушных петель, да, для нашего образца. Ниточка тоненькая, так, крючок тоже потоньше. Если такая же плотность вязания, такая же ниточка, да, такой же крючок, то это будет приблизительно 21 сантиметр в длину. Супер. Вот, а тут у нас получается сколько рядочков? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Угу. Так, и сколько же это получается? Это получается 12 сантиметров. Я считаю шикарно. Мне нравится эта ниточка. Да? Мне нравится именно вот как она не такая сильно тоненькая, не такая толстая. Опять же, это акрил. Шикарно. Я от вас жду комментарии, куда можно использовать данный узорчик. Опять же, смотрите, когда вы поймете принцип, да, вязания, вы же можете делать разные узорчики. Вы можете сделать что? Ромбики. Можете? Можете. То есть вы не будете так вот волнами делать, да? Вы можете волны сделать вот такие вот зигзаги вертикальные. Тоже очень, да? Вот так вот, да, будет. Тоже очень интересно будет. Шикарно. Итак, надеюсь, видео вам понравилось. Вы оставите свои лайки, свои комментарии. Обязательно подпишитесь, кто еще этого не сделал. Новички. Обязательно сделайте. Гуляйте по каналу и посмотрите плейлисты. Там очень много интересных и красивых узорчиков для вас собрано. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новые видео. А также у меня к вам большая просьба, делитесь со своими друзьями, подружками в соцсетях. Внизу под видео есть кнопочка «Поделиться», вы на нее нажимаете и можете поделиться вот где угодно, с кем угодно и когда угодно. Угу. Все. Спасибо всем, что смотрели видео до конца. До новых видео. Всем пока-пока.